Сегодня про орлегов, атлантов и лемурийцев. Расскажем сказку, а может сотворим быль? Взмах крыла бабочки в этом мире способен поменять все. Были их души схожи с цветами лотоса. Они любили людей и несли мир в человечество, пораженное вирусом, так как и сами были поражены. Но их души трепетали, словно невиданные красоты цветы. Они несли служение и человечность, расходуя свою психическую энергию на нужды человечества, которое хотело и искало все больше и больше. Клеопатра была вхожа и в те, и в другие миры, потому ей присягали в верности. Анубис также курировал процессы внедрения лемурийцев, поскольку стал полубожеством достаточно древним. Клеопатра воплощалась в Древнем Египте не 1000 раз и проигрывалась не 1000 раз, тогда как лемурийцы пришли туда на краткосрочный контракт. Они были добры, милы, чисты и дружелюбны. Они обладали мощной психической энергией и знаниями из космоса. Но они были слабее атлантов с точки зрения материи, волшебства, телепортации. Этим они, например, не обладали. Зато могли с помощью психической энергии двигать предметы по воздуху. Не было алхимии и кристальных душ, но были души жемчужные, под вопросом проверить. Хотя нет, и кристальные души были. Лемурийцы – смесь эльфов и древних людей с сознанием, данным атлантами. Когда начались среди них войны и распри, они, пораженные вирусом, частично погибли, а те, кто смог сохранить самообладание и почувствовать зов энергоинформационного поля и Бога Отца, те ушли в горы, чтобы держать каркас Земли и то самое энергоинформационное поле своими сознаниями. Цветы на пути к той жизни, о которой ничего не знал, который никогда не жил, но очень желал ее, даже жаждал всю жизнь, хотел и не мог найти себе места без нее. Не топчи эти цветы, собирай их, и пусть душа твоя прорастает невиданными цветами. Общее энергоинформационное поле и глаз, то есть возможность наблюдать сверху, видеть, чувствовать, слышать и знать, глубинное знание, фокус свыше. Глаз по духу видит свыше, глаз по сознанию может перемещаться в пространстве, времени и видеть более предметно, но менее стратегически. Внедрение высшего сознания в расу, способную создать общество мира и добра для человечества. Атланты – проект орлегов, лемурийцы и люди – проект атлантов. Лемурийцы были сотканы под водой из энергии, материи и человеческого гена. В них были заложены знания из энергоинформационного пространства и доступ к нему в любое время дня и ночи. Тогда, когда нам приходится раскрывать чакры, медитировать и прочими изощренными способами искать истину и доступ к энергоинформационному полю. Ра пришел как вождь для великого народа воинов солнца и света, как подспорье на чувственность, чтобы собрать в кучу все свои регалии смог человек, лемуриец, неважно. Ра, Анубис, они были в иной прослойке, третьей, от лемурийцев и людей, они курировали эту эпоху. Анубис был полубожеством Ра, Клеопатрой по велению Ра для него созданы иной облик и иная жизнь. Демон, спасшийся из царства тьмы, нашедший себе прибежище у ее ног, увидевший грани и безграничность, безбрежность своего существования на поверхности, найденный свет и отринутая тьма. Богиня Атлант и Лемуриец, что сидят рядом с ней чуть ли не со времен начала мироздания. Существовал другой народ, другая цивилизация, совсем даже и не близко к нам, в другом пространстве и в других мирах. И народ Атлантиды призвал ту, что была богиней в их мире, так как орлеги создали народ Атлантиды. Случился длительный переход. За богиней вслед отправились два ее верноподданных. Один шагнул с ней единовременно, второй прыгнул с отрывом, и спустя длительный переход, в котором прошла по нашим меркам целая жизнь, богиня и первые верноподданные пришли в мир атлантов, а второй ее поклонник оказался в мире Лемурии, в Древнем Египте, спустя века, года творения.
Творец наблюдает, и они наблюдают. Она принесла путь перехода в реальный мир, но в процессе подготовки ее предал ее же народ – Атлантиды. А тот, кто стал лемурийцем, все знал и видел, как из-за стекла, хотел предупредить, но не смог попасть к ним. Прошло много времен и много эпох, воплощений. Здесь есть целая история, которую мы обязательно расскажем позже, когда неподготовленные умы смогут переварить то, что пришло сейчас. Сейчас же можно рассказать лишь то, что человечество находится под курацией низших и высших сил. Каждый из нас всего лишь джойстик в голограммном мире. И не все из видимых людей, которые видите вы вокруг, существуют. Существуете ли вы и не загипнотизировали ли вы себя на самоуничтожение? Вот в чем вопрос. Джойстиком каких сил лично вы являетесь?